Так, что мы тут видим? Крокусы. Крокусы 20 штук. И сколько это удовольствие стоит? Евро 49. Ну что ж, подходящая цена. Беру 20 луковичек. Будем весной украшать приусадебный участок. Согласитесь, все мы любим покупать недорого. Недорого, но качественно. И вот в Украине для этого существует интернет-магазин Florium, который всегда славился своими отличными луковичными, которые везли из самой Голландии. И вот сейчас как раз у них началась сезонная распродажа. Там очень большие скидки. Ссылку на этот интернет-магазин я оставлю в своем описании к этому видео и в первом комментарии. Поэтому заходите, выбирайте, заказывайте, если вы любите луковичные растения. Ну а сегодня давайте вспомним основные правила, которые нужно помнить при посадке луковичных. Вспомним о том, что такое посадочные корзины. Ну а в конце я вам покажу, как я высаживаю вот эти самые крокусы в контейнеры. Тоже как один из вариантов посадки луковичных растений. Итак, пару слов о сроках высадки. Очень часто можно найти в литературе где-то или в интернете, что вот это луковичное растение нужно высаживать, например, в конце сентября, а вот это луковичное растение нужно высаживать в октябре. На самом деле все немножко не так. У вас имеется очень широкий диапазон по времени для высадки луковичных растений, любых. Их можно высадить, по большому счету, даже в конце лета. Но имейте в виду, что чем дольше луковица проводит в земле, тем больше шансов, что она повредится либо какой-нибудь болезнью, либо каким-то вредителем. Поэтому слишком рано тоже не стоит. Слишком поздно. Обычно принято считать, что должно быть хотя бы 2 недели до наступления морозов. Ну вот в нашем регионе морозы наступают после Нового года. Значит, фактически до декабря точно мы можем высаживать луковичные растения. Имейте это в виду. Диапазон достаточно широкий. Конечно, в каждом регионе он свой. Следующий важный момент. Если вы сажаете луковичные, которые хранились у вас где-то в сарае, например, или вам дали соседи, знакомые какие-то своими луковицами поделились, обязательно их осмотрите внимательно. Причем осмотрите не просто снаружи, а снимите шелуху. Аккуратненько ее снимите, эту шелуху, стараясь не повредить донышко, откуда корни будут расти. Осмотрите на предмет, нет ли каких-то язвочек, плесени, ранки какой-то, гнили какой-то. Если есть такое, обязательно остреньким ножичком все это счистите, соскоблите, срежьте, обязательно захватывая кусочек здоровой ткани. И обязательно после этого луковицы, то ли они были повреждены, то ли они не были повреждены, обязательно обработайте фунгицидом каким-то, любым причем. Это может быть химия какая-то, например, фундазол. Это могут быть биопрепараты какие-то. В общем, то, что есть у вас под рукой. Есть даже специальное средство для обработки луковиц предпосадочной, который тоже содержит вот эту самую фунгицидную добавку. Но можно пойти и другим путем. Я заказал луковицы в крупнейшем в Украине поставщике луковичных. Интернет-магазин Florium называется. Они везут эти луковицы из Голландии. Самых разнообразных форм, расцветок, сортов, высочайшего качества луковицы, которые в принципе вот как раз можно и не осматривать, и можно не протравливать чем-то. Они уже готовы непосредственно к высадке. Я сейчас буду их высаживать у себя на участке, буду вам показывать и рассказывать, как я это делаю. Как и при высадке любого растения, очень важно правильно подобрать место. Имейте в виду, луковичные очень любят солнце, поэтому участок должен быть открыт для солнечных лучей. Следующее. Берем в руки лопату и облагораживаем этот участок. Что это значит? Перекапываем примерно на глубину штыка лопаты. Перекопали, выбрали все сорняки, и участочек разровняли граблями. После этого дайте земле несколько дней сесть. Для чего это делается? Дело в том, что луковичные обычно сажают на определенную глубину. И вот если вы сразу посадите, то луковичка, земля будет оседать, и луковичка будет уходить ниже положенной глубины. Поэтому дайте земле немножко осесть, после этого уже высаживайте свои луковичные. Посмотрите на состав почвы. Вот если у вас почва глинистая, тяжелая, которая плохо пропускает воду, вода будет застаиваться, луковичные этого категорически не приемлют. Они гнить просто начнут. Нельзя этого делать. Поэтому обязательно добавляйте какой-то разрыхлитель. Торф или песок, например, чтобы влага отходила. Если же почва, наоборот, как у меня, песчаная, бедная, вода здесь вообще не сохраняется никоим образом. Нужно в нее добавить какую-то органику. Ну, перегноя у меня нет, то же самое я добавляю сюда компост, который создает комковатость какую-то, и влага хоть каким-то образом держится. Ну и плюс создает питательность. Итак, когда вы подготовили участок, можно приступить к посадке.
выкапываем ямку определенной глубины. Что это значит? Вот луковица. Я взял тюльпаны для примера. У нее высота где-то 3, 4, может быть 5 сантиметров у особо крупных. Их рекомендуется сажать на глубину 2-3 высоты самой луковицы. То есть, грубо говоря, на 10-15 сантиметров глубину. Вот такой глубины ямку и нужно сделать. На дно этой ямки выставляем луковицы. Луковицы ставим строго вертикальным донышком, откуда растут корни, вниз. Если поставите на бок как-то, ростку нужно будет дополнительные усилия тратить, время для того, чтобы выровняться и выйти на поверхность. Поэтому строго вертикальным, чтобы сразу росток шел вверх. Теперь, что касается расстояния между луковицами. Рекомендуется расстояние где-то порядка 10, тоже 15 сантиметров. На самом деле, современные садоводы нарушают часто это правило. Сейчас очень распространены, особенно за рубежом, в той же самой Голландии. Более густые посадки, когда луковицы ставятся более плотно, получается довольно симпатично. Можно ставить наоборот шире. В общем, руководствуйтесь здесь своим вкусом. Поставили луковички, теперь засыпаем все это дело землей. Все. Можно сверху замульчировать чем-то, опять же, для того, чтобы сберечь от зимних морозов. Но имейте в виду, что вот такая простая посадка, в принципе, может привести к определенным проблемам. А проблемы эти связаны с тем, что все луковичные рекомендуется периодически выкапывать и пересаживать. Скажем, нарциссы рекомендуется раз в 6 лет пересаживать. Скажем, крокусы рекомендуется раз в 4-5 лет пересаживать. А гиацинты и тюльпаны рекомендуется пересаживать каждый год. И вот представьте себе, прошел год, вы берете в руки лопату и начинаете искать вот эти самые луковичные. Уверен, что половину луковиц вы просто этой самой лопатой порубите на куски. Мало того, эти луковицы вы могли посадить где-то в цветнике, где тоже растут какие-то растения, какие-то многолетники. Выкапывая в поисках этих луковиц землю, вы, естественно, будете повреждать и корни этих многолетников. В общем, проблем может быть много. Поэтому давно уже садоводы, я вам когда-то показывал, используют вот эти приспособления. Называется это корзинка для луковичных. Очень удобно пользоваться, и как раз вот эти проблемы вы решите. Мало того, вот эта корзинка позволяет иметь еще и дополнительные бонусы. Как часто пишут в описании к этим корзинкам, они даже защищают от грызунов. Конечно, вот такие большие расстояния здесь вряд ли от грызунов спасут, но тем не менее какая-то защита все-таки есть. Дальше. Внутри этой корзинки, хотя бы на первое время для луковицы, можно создать хорошую почву, питательную, плодородную, чтобы луковица быстрее приживалась и быстрее развивалась. И, наконец, самое главное преимущество. Все вы знаете, что великолепно цветут наши луковичные, очень красиво, но очень короткий промежуток времени. И когда их цветение проходит, остается зеленая ботва, которая начинает потихонечку жухнуть. Но выкапывать их ни в коем случае нельзя. Нужно дать возможность луковице набраться питательных веществ вот как раз из листьев. То есть дождаться, когда они полностью усохнут. Вот и получается, что в наших цветниках, фактически в самых красивых местах нашего участка, где мы высадили луковичные, вот эта вот неприглядная засыхающая ботва стоит все лето. Что делать? Вот сажать вот в эти самые корзинки. Отцвели, аккуратненько достали эту корзинку из земли и пересадили где-то в укромное место своего участка, где она не будет мозолить вам глаза, не будет вам мешать. Но при этом луковица будет продолжать развиваться, вызревать и готовиться к хранению. Собственно говоря, технология посадки в корзинки в такие ничем не отличается от обычной. На дно ямки нашей ставите корзинку и насыпаете в нее немного земли. Как я сказал, можно вот эту землю, которую мы насыпаем в корзинку, немножко облагородить, добавить питательности, чтобы луковицам первое время было хорошо. И на вот эту землю выставляем наши луковицы. Точно так же донышко вниз, строго вертикально, соблюдая все положенные расстояния. Вот в такую корзинку вполне нормально высадить 5 луковиц. После того, как мы их там поставили, засыпаем вот этой вот землей. Вот, собственно, и вся посадка в эти корзинки. Весной, когда эти луковицы проснутся, вырастут,
зацветут красиво. Потом, когда они отцветут, мы можем совершенно смело землю отсюда отгрести. И, кстати сказать, для того, чтобы не потерять эту корзинку, рекомендую поставить здесь какую-то палочку, указатель, где будет написан сорт, который вы посадили. И опять же, эту корзинку будет легче искать. Мы отгребли землю, корзинку достали и убрали куда-то в укромное место в своем саду, чтобы она не мозолила нам глаза. Вот это вот жухлая ботва. Еще одним несомненным преимуществом вот этих корзинок является то, что луковицы, находясь долгое время в земле, постепенно уходят все глубже и глубже, расползаются в сторону. И найти их порой бывает достаточно сложно. А представьте, если у вас несколько луковиц какого-то очень редкого сорта. Поэтому используйте. На мой взгляд, эта штука хорошая. Ну а теперь про посадку в контейнеры. Давайте для начала решим, а для чего нам это нужно. Конечно, в первую очередь это мобильность. Вот таким контейнером с луковичными растениями, цветущими, красивыми, вы можете украсить любое место в своем саду. Ее можно поставить на дорожке, можно поставить на ступеньках, можно поставить на крыльце, возле дома. В общем, вы поняли, это действительно очень удобно и очень красиво. Особенно это, наверное, полезно будет для тех, у кого нет сада или очень маленький сад. Потому что можно даже на балконе, собственно говоря, эти контейнеры разместить. Напомню, что контейнер должен быть обязательно с дырками, с большими дырками. Много их должно быть, чтобы вода не застаивалась ни в коем случае. Ну, а размер контейнера, по большому счету, это дело вкуса. Понимаете, растения должны быть соразмерны контейнеру. Если вы берете, например, крокусы, в принципе, можно использовать вот такие небольшие контейнеры. Если же вы берете высокие тюльпаны какие-то, то, естественно, и контейнер желательно все-таки побольше и пошире. И при этом при выращивании в контейнерах очень часто практикуется густая посадка. То есть много луковиц на вот такую вот площадь контейнера. Внутрь мы насыпаем рыхлый субстрат. Вот здесь вот он глинистый, поэтому землю лучше не брать. Я буду использовать покупной рыхлый субстрат, чтобы вода там опять же не застаивалась, чтобы корешки спокойно и хорошо развивались. Насыпаем этот наш субстрат сюда. Как следует разминаем, если он комками. Но насыпаем не полные горшки. Почему? Потому что сначала нам нужно поставить луковички в них, а потом досыпать землю. Ну, напомню, это правило основное. Вот у вас луковичка маленькая. Нам нужно посадить ее на глубину примерно 2-3 высоты этой луковички. То есть в данном случае это сантиметров, ну, где-то 5-6. Вот, немножко уплотняем. Скрываем пакетик. И высаживаем. Ну, у меня здесь 20 луковиц, я думаю, 12,8 сделаем так. Контейнеры немножко разные. В большой поставим 12. Давайте так, чтобы симметрично они были. Донышками вниз, а верхушками вверх. Шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Большой контейнер. Ну, а маленький, как я сказал, 8. Ну вот, а теперь, когда наши луковички расставлены по местам, снова берем почвосмесь и желательно аккуратно присыпаем сверху толщиной как раз вот той, что нам нужно, 5-6 сантиметров. В данном случае с луковицами крокусов. Здесь лучше не спешить, потому что если высыпать прямо так из пакета, вы можете эти луковички, их положение нарушить. Они займут неправильное положение, в принципе, ничего страшного, но потребуется усилий для того, чтобы выровняться и ростку. Потребуется дополнительное время. Можно немножко рукой вот так вот, чуть-чуть буквально, уплотнить. Один. Другой. Ну а теперь вопрос, который наверняка заинтересует многих. Ну вот мы их посадили в контейнеры, впереди зима, что с ними делать? Есть несколько простых вариантов. Первый вариант –
Эти контейнеры с посаженными луковицами можно просто закопать в землю. Все луковичные в условиях Украины отлично зимуют, поэтому если закопаете, они спокойно переживут зиму. И поливать их не надо, естественные осадки их польют. Второй вариант. Вы можете поместить их в холодное помещение. Подвал, неотапливаемый гараж, неотапливаемая теплица, застекленная лоджия. Но обязательно неотапливаемая, чтобы температура была низкая, не выше плюс 10 градусов. Температура высокая для них вредна. Вместо того, чтобы отдыхать, луковицы начнут прорастать и, в принципе, могут зимой повылазить. Для вас это будут лишние хлопоты. Ну и, наконец, вариант, который вот здесь у меня. Здесь морозов сильных не бывает. Здесь вообще морозы бывают редко. Поэтому я их просто, эти контейнеры, оставляю на улице. Вот здесь, под этим роскошным можжевельником. Морозов здесь, повторюсь, сильных не бывает. А дожди или снег, который, не дай бог, будет падать, он будет тормозиться этим можжевельником, и на них будет попадать не очень много, но ровно столько, чтобы субстрат оставался влажным. Очень важное условие. Субстрат всегда должен быть влажным, не пересушивайте его. Ну вот, вспомнили мы сегодня с вами основные правила и основные способы посадки луковичных растений. Не лишайте себя такой красоты. Напомню, все полезные ссылки в описании. А у меня на сегодня все. Красивого вам весеннего цветения и всего доброго!